Итак, всем доброго времени суток. Это канал Радов Одесса. Тут у нас строительные лайфхаки, всякая такая история постройки. Вот. Но сегодня не об этом. Сегодня хочу рассказать об инверсионных ботинках. Вот себе я такие купил, это не реклама, ничего. Просто хочу рассказать, как я решил проблему со спиной. То есть у меня очень сильно болела спина, как минимум 2 раза в год. Вот. Я ходил к врачу, отдал за консультацию деньги хорошие, там, не помню, до 1000 гривен, кажется. Прописали мне какие-то кремы, мази, я ими мазал, ничего не помогло. Потом в одном видео увидел, как человек подвешивается на таких гравитационных ботинках, они называются гравитационные или инверсионные ботинки. То есть, и таким образом этот человек вылечил себе спину. Я решил тоже попробовать. Вот хочу поделиться с теми, кто, я думаю, в моей профессии, в строительстве очень много людей страдает со спиной, то есть грузчики там, ну и не только, у кого сидячая работа в офисах тоже. То есть этот способ реально помогает. В отличие от уколов всяких, это все временное действие. А эти ботинки реально помогают. То есть, ну, вы их одеваете, выходите на улицу, либо дома вешаете шведскую стенку и так подвешиваетесь. То есть смысл этого всего какой? То, что позвоночник в состоянии вниз головой, он растягивается, кровь поступает между позвоночниками, ну, между позвонками, насыщает ее кислородом, спина не болит. То есть я вот года полтора как начал подвешивание с этими ботинками, и еще ни разу у меня спина не хватала. Вот. Дальше покажу, какие болезни, там, ну, по каких случаях их можно применять, список. Я еще раз говорю, я не врач, я просто решил свою проблему. Поэтому хочу поделиться с другими, потому что кто мучился со спиной, тот хорошо знает, что это такое. То есть это очень неприятно, ты не можешь повернуться, даже просто в машину, когда садишься, поворачиваешь голову назад и не можешь ее повернуть, потому что либо в верхней части, либо внизу защемлено. То есть этот способ реально помогает. Не тратьте деньги на таблетки, на мази, на кремы, но, я же говорю, я не врач, я не могу вам советовать начинать это делать прямо сейчас. То есть перед этим желательно проконсультируйтесь с кем-нибудь. Противопоказания, там, по-моему, у кого высокое кровяное давление, тому нельзя подвешиваться вниз головой. То есть также такой вариант ботинок, это простой вариант, то есть более дешевый. И есть еще кто по каким-то физическим, своему состоянию, так скажем, физическому не может позволить себе подвешиваться вверх ногами, то для тех людей есть такие вещи, как инверсионный стол. Дальше я вложу фотографию. Фотографию я вложил, вот так он выглядит, этот инверсионный стол. На нем делается то же самое, но это вы можете делать постепенно. То есть не сразу подвешиваться вверх тормашками, а постепенно, в общем, наклонять свое тело там по градусам и потом вот. И если начинаете в таких ботинках подвешиваться, то есть не делайте это сами, делайте это с кем-то, чтобы если вдруг что, человек, ну, желательно двое человек, смогли вас снять, так сказать. Вот, то есть я же говорю, посмотрите все противопоказания, но мне этот способ реально помог. Сейчас покажу, как это все одевается и делается. Что еще хочу сказать по этим ботинкам, они не только помогают позвоночник растягивать и лечить спину, но еще они создают прилив к головному мозгу, то есть насыщают мозг кислородом, то есть там очень много факторов, которые они делают. Вы посмотрите в интернете, там все есть. Именно мне эти ботинки помогли избавиться от защемлений, то есть когда защемляет, ну, я не знаю, как это объяснить, это чувство, что ты разогнуться не можешь, повернуться не можешь, вот. Также они от разных других вещей помогают. Ищите информацию в интернете. Обязательно сначала все проштудируйте, просмотрите. После этого уже принимайте какие-то решения, чтобы не навредить своему здоровью. Вот. А по своему случаю могу сказать, что читал информацию в интернете, что если не делать это, то есть не избавиться от этих защемлений всех, то к старости, там, годам 50, вас так скрутит, что будете как знак вопроса. Поэтому как бы занимайтесь этим, то есть занимайтесь своей спиной.
Вот. Уколы, я же говорю, они помогают, но они помогают на время. То есть также, кроме того, что спину там всякие там предотвращает защемление грыжи, там вот эти все болезни, которые, я же говорю, ищите в интернете информацию, я не врач, сыпать медицинскими терминами не буду. Сейчас знаю, что еще они помогают выровнять рост. У меня сколиоз, поэтому у меня защемляет. То есть всем людям, у кого со сколиозом, то есть вот такой способ тоже поможет. Вот. Разгибать чуть-чуть, разгибать. То есть если вы будете 2-3 года подвешиваться, я смотрел, что даже на сантиметр-два там увеличивается рост. То есть очень много позитивных факторов у этих вещей. То есть либо эти ботинки, либо инверсионный стол, который я показывал. То есть там тоже есть видео, как им пользоваться. Я не могу вам показать, так как у меня его нету. Может быть, потом куплю себе когда-то, покажу вам, как ими пользоваться. Но если как бы все у вас нормально, пожалуйста, берите такие ботиночки. Они стоят недорого, там до 1000 гривен. Вот, покупайте их один раз. Хватит вам их надолго. Ну, еще на шведскую стенку придется потратиться, если у вас нету поблизости площадки с какими-то этими тренажерами, там, турниками и так далее. Вот. Итак, вот так это выглядит на ногах. Видите, то есть просто крюки как бы и все. То есть изначально я думал себе стол покупать. То есть ну, не очень комфортно было свешиваться сразу вниз головой. Думал постепенно на столе. Ну, стол стоит дорого, поэтому в принципе взял вот такие ботинки. То есть сейчас еще пока выкину тут. Сейчас еще покажу, как в них подвешиваться, что можно делать. То есть я же говорю, проконсультируйтесь с врачом, может быть, можно ли вам это делать. Вот. Но вот у меня, когда начали, ну, спина болела, я начал, ну, задумался об этом способе вылечить спину. Вот. И прямо с больной спиной купил себе шведскую стенку. Сейчас покажу, какая она у меня. И купил вот эти вот ботинки вот такие. То есть, и буквально 2-3 раза я подвесился, и у меня спина болеть перестала. То есть реально ты чувствуешь, как позвоночник растягивается, то есть и становится легче. То есть ни одни таблетки, ни одни кремы так быстро не помогают. Ну, может, уколы разве что, но уколы это уже другая история. Итак, тут добавлю список сейчас, от каких болезней помогает, и покажу, как подвешиваться. Вот, как видите, вот такая вот стенка у меня шведская. То есть, в принципе, брали бэушную, ну, без разницы. Можно на турниках это делать где-нибудь в парке. Вот, периодичность подвешивания. Ну, изначально я делал каждый день сначала по 1-2 минуты, пока привыкаешь. То есть поначалу это не сильно комфортно. Вот, а потом вообще по технологии 5 минут в день хотя бы. Но сейчас я это делаю раз-два в неделю. Вот, бывает и реже. И спина все равно не болит. Это я же говорю, 1,5 года я уже подвешиваюсь, и спина не болит. Вот, то есть делается это вот так. Вот как бы висим уже вверх ногами, видите, то есть потолок, лампочка светит, то есть все. И вот так я же говорю, висите в день, ну положено по 5 минут. Но если вы только начинаете, то лучше делайте это по минуте, по 2. То есть, я же говорю, как поначалу, если спина болит, то раз-два в день. Хотел еще сказать по упражнениям. То есть поначалу попробуйте 1-2 минуты просто повисеть вот, вверх ногами и слазить. А потом, когда уже привыкнете, то можно делать упражнения. То есть либо вот такие разные вещи, то есть с позвоночником, ну тоже сильно не перестарайтесь, а то еще хуже сделаете. То есть повороты влево-вправо, вот так, раскачивания, там разные такие вещи. То есть посмотрите в интернете, есть обучающие ролики, как это делать. Эти способы реально помогают. То есть, ну вот так как-то. Сейчас слезу, покажу, что там дальше. Вот такой вот способ лечить спину. Еще раз говорю, я ничего не рекламирую, я не врач. Просто показываю, как я вылечил себе спину. Я долго собирал информацию о этих ботинках, то есть и о других вещах. Собирался покупать инверсионный стол, то есть проконсультируйтесь, посмотрите противопоказания. Если по весу есть ограничения у вас какие-то или по возрасту вы не можете там подвешиваться,
то ваш вариант инверсионный стол. На нем это можно как на кроватке ложиться и постепенно поднимать тело. Эффект тот же самый. Растяжение позвонков, насыщение кислородом. Вот. Что еще хотелось бы сказать по этим ботинкам? Ну, не знаю. В общем, это реально помогает. Это реально помогает. Врачи, да, уколы, мази, они помогают, но на короткое очень время. Поэтому покупайте, подвешивайтесь, не бойтесь, или покупайте стол. То же самое делайте. Вы реально почувствуете, как это помогает. Спасибо вам за просмотр. То есть спасибо тем, кто уже подписался. Поддержите новичков, подпишитесь тоже. Это вам ничего не будет стоить, а для новичков каждая подписка – это радость. Спасибо за просмотр. Надеюсь очень, что это видео кому-то поможет вылечить спину.